Скажем, Луна желает стать Землей. The Earth wants to be a sun. Земля хочет превратиться в Солнце. And the sun wants to be a galaxy, I guess. А Солнце хочет стать самой галактикой или Вселенной. Думаю. So there's a constant feeding of each thing with another. For example, поэтому все элементы взаимопитаются, подпитываются. So the mechanical actions of humanity, we are in this organic life on Earth. А все механические действия человечества, а мы вот находимся здесь как часть органической жизни на Земле. So the mechanical actions of humanity feed the moon. Поэтому все наши механические действия человечества подпитывают Луну. The conscious actions of humanity feed our own development. Сознательное движение человечества способствует нашему собственному развитию. And the development of the earth. А также развитию Земли. So everything is developing. Поэтому все находится в постоянном развитии. A series of quantums of energy are being made available for the growth of humanity. Вот серия квантумов, вспышек энергии доступна стала человечеству. Until this sense of individuality began to arise on the earth. До того, как в истории человечества на Земле возникло вот это ощущение индивидуальности, сути человека. We have to consider that humanity was really in a state which is before puberty. Следует признать, что на тот момент до этого человечество находилось вот как бы в подростковом возрасте, взросления. And we're being given the opportunity to become adults. А теперь нам дали уникальную возможность стать взрослыми. This presumably explains why so much of our DNA is not used. Поэтому, может быть, и объясняет это то, что большая часть нашей звеньев цепочки ДНК не используется, является брошенными. The more we take responsibility for first our own lives and the lives of those around us. И чем больше мы принимаем на себя ответственность за самих себя и за тех людей или окружающих, которые от нас зависят, the more we use our DNA, and we probably modify it as well. Может быть, мы таким образом в большей степени задействуем все составляющие ДНК и даже видоизменяем ее саму. Because there's nothing fixed about it. Потому что там же никаких вот жестко фиксированных положений и элементов нет. And I think that as we raise our level of consciousness, we change our DNA. Я думаю, что с ростом сознания мы меняем и качество самой ДНК. We undoubtedly use more of our brain cells. Безусловно, мы больше используем мозговых клеток. We become more creative. У нас возрастают творческие способности. So, I said that I would show you. There's something else too. Я обещал показать это, но я об этом вспомнил. So, all of these levels are feeding one another. Поэтому все они подпитывают сами себя и другие. But we recently came across the work of a Russian astrophysicist. Однако недавно вот наткнулись на работу автора, один из русских астрофизиков. Called Nikolai Kozyrev. Его зовут, по-моему, Николай Козырев. And in 1950, he discovered that in this source field there was enormous energy. В 1950 году он пришел к открытию, что вот это первоисточное поле обладает огромными ресурсами энергии. But the Soviet government didn't want this published, and
they crushed it. Однако советские власти не хотели обнародовать этот факт открытия, поэтому они все это, в And Kozyrev was sent to Siberia. закрыли, а самого Козырева сослали в Сибирь. During that time, he had an extraordinary shift in consciousness. А и в этот период у него был необычайный сдвиг сознания. He began to be able to see this source field. Он даже стал видеть вот это первоисточное поле. He called it the flow of time. И он назвал это потоком времени. And experiments are going on since that time. About 20,000 papers have been written about this subject. Да, хочу заметить, что с того времени где-то 25 тысяч научных работ по теме было написано. Because all this information became available when the Soviet government collapsed. Вся эта информация была предана широкой огласке, стала доступна, когда развалился Советский Союз. 10,000 papers published in Russia alone. Только в самой России Last 10 years. За последние 10 лет где-то 10 тысяч научных работ было опубликовано. And there are two mainstream scientists, John Wheeler and Richard Feynman. Джон Уиллер и Ричард Фейман – одни из известных ученых мейнстрима. And they calculated that there is enough energy in one light bulb of this 0-point energy. И они подсчитали, что вот в таком небольшом объеме по форме обычной электрической лампочки содержится столько нулевой энергии, to bring all the oceans in the world to the boil. Чтобы этой энергии достаточно, чтобы вскипятить все океаны и воды мира. So this is the field that shamans work in and that you work in when you're doing this work. Это и есть то поле, в котором работают шаманы, а также вы, когда вы занимаетесь этими практиками, работаете. So scientists are calling this the discovery of all time. Поэтому наука и называет это открытием всех времен. But it's been known for a long time to some specialists. Однако, скажем, некоторые специалисты об этом уже давно знали. Okay. Что? Yeah. Sorry, any questions? Извините, вопросы есть еще? Хочешь большего? Зайди на тайномира.ру и скачай.